and hyperlipidemia. Гиперлипидемия. So all of these we're going to cover these in a kind of a different way today. И все сегодня мы постараемся охватить в разных вариантах. If we look on the right side, we see some of the endothelial dysfunctions. Если вы посмотрите справа, то вы увидите сужение артериального просвета. Starting at the top, narrowing of the arterial lumen. Который вот номер один, сужение артериального просвета. Impaired vasomotion. Нарушение вазомоторики. Mitochondrial dysfunction. Митохондрийная дисфункция. Thrombosis. Тромбоциты. Platelet activation. Тромбозы. Inflammation. Воспаление. And then the reactive oxygen species, we'll talk about later. И окисленный липопротеин. Oxidized low density lipoprotein. Окисленный липопротеин, извиняюсь. The lack of vascular permeability. Метаболические нарушения. Vascular fibrosis. Сосудистая проницаемость. And then we look on the left side. И слева, если мы посмотрим, mitochondrial dysfunction. Там будет у нас митохондриальная дисфункция. Metabolic abnormalities. Метаболические нарушения. And remodeling of the cardiovascular system. И ремоделирование сердечно-сосудистой системы. Again, we see inflammation. И опять-таки мы видим воспаление. Stiffness. Значит, сужение стенок сосудов. And proliferation. И жесткость. This VSMC that you see there is vascular smooth muscle cell. И вы увидите там еще гладкомышечную клетку сосудов. Okay, so let's go to the next one here. All right, so now we'll start with part 2. И теперь мы переходим ко второй части, которую мы для вас приготовили. There's many hundreds of drugs for cardiovascular disease. Есть очень-очень много различных лекарственных препаратов, которые рассчитаны на сердечно-сосудистые заболевания. However, in spite of all those drugs, it's still the largest killer. И несмотря на все то наличие лекарственных препаратов, тем не менее, все равно сердечно-сосудистые заболевания остаются причиной смертности номер один. A lot of people think about and worry about cancer. Очень много людей переживают и заботятся, значит, о раке. But cardiovascular disease will claim more lives than all of the cancers together. Но сердечно-сосудистые заболевания уносят больше жизней, чем все виды раков вместе соединенные. So this is the one we should be putting our time and energy into. Поэтому это вот та причина, которой мы должны уделить большинство внимания и энергии своей. More and more current health guidelines are beginning to talk about prevention. Все больше и больше здравников пишут о том, что нужно думать о предотвращении этих болезней. So we can prevent and minimize the risk factors. Мы можем предотвратить и минимизировать все факторы риска. And in this preventive effort, it's perfect for our industry to use natural traditional medicine. И предотвращение всех этих рискофакторов, они прекрасно вписываются в нашу сферу деятельности, это как раз вот натуральные средства. There's been a lot of advancement in technologies in order to extract from medicinal plants natural medicines. Наука продвинулась, технологии продвинулись далеко вперед, и сейчас могут очень хорошо экстрагировать важные компоненты из натуральных лекарственных лекарств. In our factory, we do lots of extraction of herbs. На своем заводе мы тоже производим очень много, экстрагируем из трав. Looking for the active part that can actually make an effort in prevention. Поэтому мы ищем как раз вот ту самую эффективную часть, которая может работать именно на предотвращение. 25% of drugs in the global marketplace are actually derived phytomedicines. 25% всех лекарственных средств на рынке – это фитопрепараты. According to statistics, about 60% of anti-cancer drugs and 75% of drugs for infectious diseases are originating from natural plants.
Еще 60% всех противоопухолевых препаратов и 75% препаратов для лечения инфекционных заболеваний также получают из лекарственных растений. In a 30-year period between 84 and 2014, В период, 30-летний период с 1984 по 2014 год approximately 10% of the FDA-approved drugs were from medicinal plants. порядка 10% Министерством здравоохранения США, или FDA так называемым, они были утверждены именно лекарственными растениями. And another 21% from natural product derivatives. И оставшиеся 21% это производные от натуральных продуктов. So what we are encouraging is our healthcare system to find safe and effective remedies that are derived from natural products. Поэтому то, к чему мы призываем нашу систему здравоохранения, это найти безопасные и эффективные способы, как предотвращать все эти заболевания. Next one. Medicinal plants have great advantages for cardiovascular disease in the fact that they are usually very, very safe. Лекарственные растения имеют очень большие преимущества по сравнению с простыми лекарствами, тем, что они очень-очень безопасны. When you use drugs, you need to be very precise. You need to follow certain directions. You need to not overdo it or underdo it. With natural plants, they're much safer and you have more freedom. Когда вы принимаете обыкновенные фармпрепараты, то вы должны очень сильно рассчитывать дозу, знать, когда их принимать, в каком количестве. А когда вы принимаете лекарственные растения, то вы знаете, что они очень безопасны и вы особо не переживаете. So we have natural remedies from natural plants now for hypertension. Поэтому у нас сейчас есть лекарственные растения, которые рассчитаны на гипертензию, Hyperlipidemia, на гиперлипидемию, atherosclerosis, на атеросклероз, chronic heart failure, на хроническую сердечную недостаточность and for an overall reduction in cardiovascular и risk. также на общее снижение сердечно-сосудистого риска. For literally many thousands of years, civilizations have relied on plants and natural resources to maintain or to restore your health. Дословно говоря, в течение, наверное, тысяч лет наше человечество полагалось на лекарственные растения для предотвращения и лечения различных болезней. The earliest record of drugs of natural origin found in Mesopotamia, which is the area of Iraq and part of the southeastern Asian countries. Самая ранняя запись о лекарственных растениях была найдена в Месопотамии, это на сегодняшний день Ирак и другие части азиатского региона. Was about 2600 BCE. Это запись примерно 2600 лет до нашей эры. At that time, there's a record of about 100 plant-derived compounds that could actually be used to restore your health. И эта запись описывает порядка 100 различных соединений растительного происхождения. That's the earliest record. But the best record Это самая ранняя запись, но самая лучшая запись of using natural extracts in therapy is from the Egyptian Eber Papyrus papers. Но самая лучшая запись, она об натуральных экстрактах терапии является египетский папирус. And in what country were those papers found? И в какой стране находятся эти египетские папирусы? Anybody want to? Кто не знает? In what? Egypt. England. Michael says England. Right. Okay. So remember that. Так что помните об этом. And those papers document about 700 natural drugs of plant origin. И эта запись, она описывает порядка 700 натуральных лекарств растительного происхождения. In fact, those papers were discovered not so far from where we are today. И на самом деле эти записи были найдены не так далеко от сегодняшнего места, где мы с вами находимся. Many of them in an open cave for centuries. И большинство из них находилось в открытых ущельях сотни лет. And a large part of them are still
legible and you can read these natural origins. И большинство из них до сих пор как бы хорошо сохранились, и их можно прочитать. The Chinese also have Materia Medica about 1100 BCE. У китайцев тоже есть свои записи, это примерно 1100 лет до нашей эры. And they describe in there 52 natural medicinal preparations. Которые также описывают 52 натуральных лекарственных препарата. In Indian Ayurvedic records, about 1000 BCE, А индийская юридическая запись, которая примерно 1000 лет до нашей эры была, describes about 800 natural medicine extracts. которая описывает более 800 натуральных лекарственных экстрактов. Just a few years ago, we had a festival in India, Буквально несколько лет назад мы все ездили в Индию, and many of you probably attended, yeah. и большинство, наверное, из вас там было, да? Also, the Greek physician Hippocrates, Также великий врач Гиппократ, which is about 460 BC to about 370 BC, который жил примерно между 460 и 370 лет годов до нашей эры, who's now considered the father of medicine. который на сегодняшний день рассчитывается как отец всей медицины, Used many natural plants in his clinic. который использовал очень много натуральных растений в своей клинике. One of those plants, famous plants, was watercress. И одна из самых известных это растение, которое он использовал, это водяной крест. Okay. According to the World Health Organization, Согласно данным ВОЗ, about 100 million Europeans and many more in Africa, Asia, Australia, and North America are users of traditional and complementary medicine. более 100 миллионов людей, которые проживают в Африке, Азии, Австралии, Северной Америке, пользуются традиционной медициной. There are still many parts of the world where this is the only choice they have. Есть очень традиционные медицины, и очень много есть сейчас мест на Земле, где это единственный способ получить какое-либо лечение. For example, in the Amazon region, they still use plants, and all of those are used daily in treatment of people. К примеру, если взять часть Амазонки, реки Амазонки, то там используются растения, и это единственный вид лечения, который у них есть. So, our industry, the nutritional wellness industry, is really alive. Поэтому наша индустрия здоровья и wellness, она жива. I think you saw in the presentation this morning the growth of this industry. Вы сегодня, вам Николай показывал, на самом деле, рост нашей индустрии. For the past 20 years, За последние 20 лет it's really been accelerating. эта отрасль действительно опережала себя. And many of you in Vitamax have seen that acceleration over the past 20-25 years. И многие, кто работает с информацией уже долго, они видели это увеличение за последние 20 лет. In fact, in 1997, more people went to complementary and natural medicine than to regular doctors. И на самом деле в 1997 году случилась та точка, когда большее количество людей воспользовалось традиционной комплементарной медициной, нежели чем обыкновенной медициной, которую мы знаем на сегодняшний день. France and Germany found to have the highest use of the complementary and alternative medicines. Французы и немцы пользуются комплементарной медициной как самые большие страны. In France, 49% of the people, and in Germany, 46%. Во Франции это 49% всего населения пользуются, и в Германии 46% используют комплементарную медицину. So approximately half the population is literally turning to our kind of industry. Так что можно сказать, что примерно половина населения поворачивается лицом к нашему виду бизнеса. So let's begin where we should begin as people from the natural products industry. Поэтому давайте начнем с самого начала нашей индустрии. The best prevention program is your personal diet. Самое лучшее предотвращение всех проблем – это ваша персональная диета.
So there is lots of clinical evidence that shows that your diet can have a really big factor in mitigating cardiovascular disease. Очень есть много исследований, которые утверждают и доказывают, что ваша персональная диета напрямую влияет на предотвращение всех болезней. So by reducing highly processed foods and bringing in natural foods, it's considered health promoting. Поэтому, если вы будете сокращать потребление продуктов с высокой степенью переработки и замените их натуральными продуктами, все это будет улучшать ваше здоровье. So using fruits and nuts and seeds and vegetables and legumes is very, very good for prevention. Поэтому, если вы будете использовать фрукты, орехи, семена, овощи, бобовые, все это будет положительно влиять на предотвращение болезней. And when we eat a natural diet, usually we do not have all the chemicals that are used in processed food. И когда мы употребляем в пищу вот такую здоровую пищу, мы не потребляем всю ту химию, которая находится в переработанной еде. I just recently attended a show of food flavors and food additives and food ingredients. Я недавно присутствовал на выставке, на которой были представлены пищевые добавки, пищевые красители, пищевые улучшают вкус. These things are being put in your food to give it flavor, to keep it preserved, to alter the flavor profile, many things. If you're eating processed food, you're consuming lots of those chemicals. И вся эта химия добавляется в еду, чтобы сделать лучший вкус, запах, цвет вашей пищи, а вы на самом деле с этой пищей получаете огромное количество химикатов. Lots of extra salt is added to food. А также очень много соли добавляется в переработанную еду. And many times the good part of the plant is processed out or killed in making the processed food. И зачастую даже та часть, полезная часть растения, она перерабатывается таким образом, что в ней почти потом ничего не остается. And natural foods contain natural antioxidants. А натуральная еда, она в себе содержит натуральные антиоксиданты. They can lower your glycemic index. Они могут снижать ваш уровень сахара в крови. And normalize your cholesterol in the blood. И также могут нормализировать уровень холестерина в вашей крови. So this diet that we talk about, if you search all the different kind of diets for the percentage of reduction of heart disease, it will be the Mediterranean diet. Поэтому все, если говорить о различных типах диеты, то самая, наверное, лучшая диета для предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний это будет медитерианская диета. In the U.S., every day on TV, some company is advertising a new diet program. В Америке каждый день на телевидении рекламируют новый вид диеты. It's the Hollywood diet. Есть диета голливудская. Hundreds of others. И сотни разных других. None of them are effective like the Mediterranean diet. Ни одна из них не так эффективна, как средиземноморская диета. If you follow this kind of diet, Если likely will live longer. Если вы будете следовать этой диете, вы точно будете жить и дольше. You'll lower your rate of cardiovascular disease. Вы снизите риск сердечно-сосудистых заболеваний. And you may also lower your rate of lots of different kinds of cancer. И вы также снизите риск заболевания различными видами рака. I think most of you already probably know about the Mediterranean diet. Я уверен, что многие из вас уже знают много о средиземноморской диете. It is about using seasonally fresh plant foods. Это диета состоит в том, чтобы использовать сезонные свежие продукты. Like fruits and vegetables, Такие как фрукты и овощи. beans, nuts, seeds, Это бобовые, орехи и семена with very minimal processing. с минимальной формой обработки. Maybe lightly steaming or some very light process without additives. Может быть, с немножкой обработки паром, но без добавления каких-либо других добавок. One of the secrets in the Mediterranean diet is olive oil. Один из секретов средиземноморской диеты состоит в том, что нужно добавлять оливковое масло.
So if you haven't started to incorporate olive oil in your diet, I encourage you to do so. Поэтому, если вы уже начали добавлять оливковое масло в свою диету, я призываю вас продолжать делать это. Most of the other oils, like corn oil and different types of oil, will not really give you a good cardiovascular risk reduction. Другие виды масел, такие как кукурузное масло и подсолнечное масло, не дадут вам такого вида предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний. And in this diet, olive oil is not used just occasionally, it's used every day. И в этом виде диете оливковое масло не используется раз от раза, оно используется на ежедневной основе. It is usually added to fresh foods. Оливковое масло обычно добавляется к свежей еде. In fact, they have it available in the cafeteria here. И вы видите, что в столовой тоже можно увидеть оливковое масло. And in the Mediterranean diet, they also use wine. И также в средиземноморской диете вам сейчас понравится, используется вино. But when wine is used, it's normally with a meal. Но вино используется вместе с едой, то есть потреблением пищи. It's not encourage you to just drink wine all the time, but red wine particularly with a meal. То есть не призывает вас просто потреблять вино, а именно потреблять вино вместе с приемом пищи. And there are actually statistics showing it can be very beneficial. И есть уже статистика, которая покажет, что на самом деле это очень эффективно. So, this is let's see what page is. Это вино поподробнее. Yes, okay. All right, this is a study of 25,000 women. Вот вы видите, здесь на слайде представлено исследование, которое было проведено на 25 тысячах женщин. These are followed for 12 years. Это исследование проводилось в течение 12 лет. And this is by the Harvard School of Medicine and the Brigham and Women's Hospital, both in Boston. Это два очень известных университета, Гарвардский университет и также женская школа Бригам. Все это оба они располагаются в Бостоне. So from this study, using the Mediterranean diet, people who followed it every day saw a 25% reduced risk of heart disease. И это исследование доказало, что если люди следуют средиземноморской диете на ежедневной основе, то они снижают риск заболевания сердечно-сосудистыми заболеваниями на 25%. So lower your risk by 1/4 by just eating properly. Представляете, вы можете снизить риск на 1/4 всего лишь правильно питаясь. Now, how does this diet actually do it? И как на самом деле эта диета работает? It does it through several ways. One of the ways is actually lowering inflammation. И она работает посредством некоторых факторов, и один из факторов это снижение воспаления. Because inflammation is always behind every form of heart disease. Потому что воспаление, оно находится всегда за любой формой заболевания сердечно-сосудистых заболеваний. So also they determine the major pathways through which this diet works. Также они обнаружили еще другие формы, посредством чего эта диета работает. It improves your glucose metabolism. Она улучшает метаболизм глюкозы. And as you know, diabetes is a big factor. А вы знаете, что диабет это очень большой фактор риска. Improves insulin resistance. Улучшает резистентность к инсулину. And it can actually improve body fat, less percentage of body fat. И также улучшает содержание жира, то есть у вас меньше будет жира в вашем теле. So these are all benefits that we all can use. Поэтому это все вот эти благоприятные факторы, которыми каждый из вас может пользоваться. According to the leading doctor and researcher in this study, В соответствии с указаниями
ведущего ученого в этом исследовании, this average risk of 25% is similar to preventive effects of medications. он указывает, что эти 25% снижения риска фактора сердечно-сосудистых заболеваний, он аналогичен тому, что принимается лекарственный препарат. We know, as we said, there are hundreds of medications, but if you can use a diet that can give you the same risk reduction of 25%, that's pretty powerful. Мы сегодня уже говорили, что существует очень большое количество лекарственных средств, но, представляете, вы можете использовать всего лишь диету и настолько же снижать риск заболеваний, насколько могут снизить лекарства. If you haven't already practiced a Mediterranean diet, Если вы еще не следуете средиземноморской диете, I encourage you to start while you're here this week. я призываю начать следовать ей, пока вы находитесь уже здесь. I promise you, within days, you will feel better. Я вам гарантирую, что через несколько дней вы будете чувствовать себя лучше. I can usually tell who's not practicing the Mediterranean diet. Я обычно могу с легкостью сказать, указать тех людей, которые не следуют или не потребляют средиземноморскую диету. We just eaten, what, 2 hours ago? Мы вот когда кушали буквально 2 часа назад, If you're using a processed food diet, you're probably going to sleep right now. Если вы использовали очень много переработанной пищи, то вам сейчас, наверное, очень хочется поспать. You can usually watch your clients after eating in an hour, hour and a half, 2 hours, and you will see those that are falling asleep. И вы увидите, что ваши клиенты через час, через два после потребления переработанной пищи, они как бы постепенно начинают погружаться в сон. The reason is that these processed diets run your blood sugar up very fast. Проблема в том, что вся эта переработанная пища она поднимает уровень сахара в крови And then you have a crash. очень радикально, а потом она очень радикально снижается, это содержание. And for a lot of people, that means they're slowly falling asleep. И для большинства людей вот это резкое снижение сахара в крови, это когда человек начинает засыпать. When you use the natural unprocessed foods, you won't experience that kind of reaction. Когда вы используете обыкновенную еду, то есть не переработанную еду, вы обычно не получите такой реакции. So if you're observing people that are falling asleep, usually an hour, hour and a half, 2 hours after eating, you know you have a possible climb. Поэтому, если вы видите человека, который начинает засыпать после часа-двух приема пищи, то, в общем-то, это ваш клиент. It was this that actually got me into this business, the natural product business. На самом деле, это то, что и вовлекло меня в этот бизнес, натуральный бизнес. In my early 20s, I was working with a company. Когда мне было в начале, когда мне было 20 лет, Eating badly, в самом начале, я очень плохо кушал. eating lots of processed food, Я очень много snacks, кушал переработанной еды, всяких закусок, чипсов. and after eating, going back to my office, И после того, как я поел, я возвращался к себе в офис. I could not keep my eyes open. Я не мог держать глаза свои открытыми. For about an hour, I just wanted to sleep. Примерно в течение часа я очень хотел уснуть. So I went to the corporate doctor Поэтому я пошел к нашему корпоративному врачу нашей компании. and told him what I was experiencing. И я ему рассказал, что со мной происходит. And he said I was working too hard. И он мне сказал, что ой, ты очень много работаешь. It didn't make much sense. На самом деле, для меня никак много вообще не имело смысла. He didn't really give me any recommendations. Он не дал мне никаких рекомендаций. And so I continued that same pattern И поэтому я продолжил питаться так, как питался раньше. until I became aware myself that I was actually falling asleep. До сих пор, пока я уже не стал сам себя находить в той форме, что я засыпаю. So a friend referred me to a natural doctor, nutritionist, И один из друзей порекомендовал мне натурального врача, нутрициолога. and when I walked in his office and met the doctor, И когда я вошел в его офис и встретился с этим врачом, in the waiting room, I told him what my symptoms were, в комнате ожидания я ему рассказал о своих симптомах. and he said immediately, "You're hypoglycemic." И он мне мгновенно сказал, что у тебя гипергликемия.
And I said, what does that word mean? И я его спросил, а что это такое означает? And I wrote it down. И я записал его. I went back to my corporate doctor Я вернулся к своему корпоративному врачу. and said, I have hypoglycemia. И я ему сказал, что у меня гипергликемия. And he said, there's no such thing. Он сказал, нет, такой штуки вообще не существует. Now, this is many years ago. А это было, конечно, очень много лет назад. Actually, about 50 years ago. Порядка 50 лет назад. So, I decided to go back to the natural doctor. И я решил вернуться к этому врачу натуральному. And he said, I'm going to prove it to you. И он сказал, смотри, я тебе смогу это доказать. I'm going to give you this bottle of sugar solution. Он смотри, я вот даю тебе эту баночку с содержанием сахара. And I'm going to draw your blood every 15 to 30 minutes. И я буду брать у тебя кровь в течение каждые 15-30 минут. Over a period of about 2.5 hours. В течение примерно 2,5 часов. And then he made a graph. И потом он сделал график. And when I would eat, blood sugar would go to the top of the graph. И когда я поел, значит, график пошел очень сильно вверх, к самому верху. And then it would begin to fall И потом completely график to the начал bottom. падать очень, очень резко и сильно. And he said to me, И он мне сказал, if you don't change, you will be diabetic. и он сказал, что если ты не изменишь свою диету, ты получишь себе диабет. So he got my attention. И таким образом он привлек мое внимание. He gave me a sheet of recommendations of natural foods. Он дал мне листочек с рекомендациями натуральной пищи. And there was no chips and potato chips and snacks on this list. И там не было чипсов, там не было каких-то крисков или каких-то других закусок. It was just natural foods, and he had the name and the brand. И там только была натуральная еда, и там было название вида пищи и ее марка. He said no more preservatives, Он сказал, никаких больше предохранителей еды, no more artificial food colors, никаких больше красителей пищевых. and I want you to follow this plan for 2 weeks and to return to my office. И я хочу, чтобы ты следовал вот этой моей рекомендации в течение 2 недель, и потом вернулся ко мне в офис. And he said, I want you to bring with you every food you consumed during that 2 weeks. И я прошу тебя принести всю ту еду, которую ты будешь потреблять в течение этих 2 недель. So when I went back in 2 weeks, he said, where's your list? И когда я вернулся через 2 недели, он меня спросил, ну и где твой листок? I said, I didn't really keep a list. I didn't think it was that important. Я ему сказал, что я на самом деле не вел никаких записей, не думал, что настолько это важно. And you know what he said to me? Знаешь, что он мне ответил? You can leave my office now. Он сказал, ну ты можешь уходить из моего офиса сейчас. He said, I don't have time for people who are not serious. У меня нет времени на тех людей, которые не серьезны. If you're not going to follow what I tell you, don't come back. Если ты не собираешься следовать тому, что я тебе советую, тогда ты не возвращайся. And I'm giving you one more 2-week period. Он говорит, я даю тебе еще один раз 2-недельный период. And if you don't have the list, don't show up. И если ты не вернешься с листком, даже не приходи. And I made the list that 2 weeks. И я в этот раз уже записал, сделал этот список. And when I gave him the list, И когда я ему дал этот список, he just took his pen and crossed out everything I'd eaten. и он взял свою ручку и вычеркнул почти что все, что я потреблял. Mostly were foods in the airport, И большинство в этом списке это была еда в аэропорту, highly processed snacks, очень высоко переработанные закуски, lots of sodas. очень много газировки. And I said, well, there's nothing left to eat. You've crossed off И everything. я ему сказал, подожди, ты все вычеркнул, там ничего не осталось, что я могу кушать. And so then he said, I'm giving you the first list again. This is how you're going to eat, or don't see me anymore. И он мне сказал, что я еще раз тебе даю тот лист, который я тебе давал с рекомендациями первый раз, это то, что ты можешь и должен есть. And this time I got serious. И в этот раз я уже это воспринял серьезно. Within 2 days, I could tell the difference in the way my body was feeling. Через 2 дня я уже почувствовал разницу реакции моего тела. I was only sleeping 30 minutes rather than an hour, hour and a half. Я уже спал всего лишь порядка 30 минут, а не 1,5 часа после приема пищи. And within about 5 days, I didn't go to sleep at all. И где-то через 5 дней я вообще уже перестал засыпать. I felt energy after eating. У меня появилась энергия после того, как я принимал пищу.
So I've been following that diet now for 50 plus years. И я следую этой диете уже более чем 55 лет. It doesn't mean you can't make little mistakes. Конечно, это не говорит о том, что вы не можете совершать какие-то ошибки. Rather than eating a whole bag of chips, I might eat one chip. Да, вместо того, чтобы съесть целую пачку чипсов, да, я могу съесть немножечко чипсов. So Один чипс. you can still practice the diet and not worry about making a few mistakes. Да, вы можете следовать этой хорошей, здоровой диете и не заботиться о том, что вы допускаете какие-то маленькие ошибки. And my energy has stayed high И моя now энергетика остается высокой for over 50 years. уже в течение 55 лет. So I know this Mediterranean diet works. И поэтому я точно знаю, что эта средиземноморская диета, она работает. And if I could cut my risk by 25% just by eating, why do I need to take drugs? И если я могу снизить риск заболевания на 25%, зачем я буду вообще принимать фармпрепараты, лекарства? So it's about taking some personal responsibility rather than giving your life over to someone else. Поэтому это как бы то, что вы принимаете как свою собственную ответственность к своему телу, нежели вы предоставляете свое тело другим людям. So another benefit published in the study in 2020 Еще одно преимущество, которое было опубликовано в 2020 году, it suggests also that the Mediterranean diet improves your microbiome. предполагает, что средиземноморская диета улучшает вашу микробиоту. And look how many people are having all kind of gastrointestinal symptoms. И посмотрите, сколько людей, у кого есть проблемы, гастроэнтерологические проблемы. It's about the largest amount of drugs in a pharmacy is for the gastrointestinal problem. Это самая большая линейка фармпрепаратов, которые есть на рынке, они именно рассчитаны на гастроэнтерологические проблемы. So it helps not only lower inflammation, it's also correcting our microbiome. Поэтому она не только снижает воспаление, но и также улучшает микробиоту. When you analyze the Mediterranean diet, you find that it includes lots of natural vitamins that we need to prevent cardiovascular disease. Когда вы проанализируете средиземноморскую диету, вы увидите, что она содержит в себе очень много натуральных витаминов. It will have vitamin B12 Там будет содержаться витамин В12, and vitamin D, и витамин D, and iron and zinc, и железо, и цинк, and calcium, и кальций, and folic acid, и фолиевая кислота, selenium, и селен, iodine. и йод. All that will be a part of your, rather than you have to worry about supplementing, you'll be getting a lot of it in your diet. И все это будет находиться в вашей пище. Вы больше не будете думать о том, как это заместить в организме. Это все будет находиться в вашей диете. And this study also shows that it actually cuts your risk of Alzheimer's disease. И также это исследование показывает то, что оно снижает риск заболевания болезнью Альцгеймера, Which is now also becoming an epidemic around the world. которая сейчас становится тоже эпидемией по всему миру. So if we can feel better and have a better brain, Поэтому, если мы сможем лучше себя чувствовать и наш мозг будет в более лучшем состоянии, it's a reason to consider the Mediterranean diet. поэтому следует, это одна из причин, по которой нам следует рассмотреть средиземноморскую диету. Here's a 17-year study at the University of Aberdeen in Scotland. Также еще было проведено другое 17-летнее исследование, которое было проведено исследователями из Абердина. And this study is very interesting because it found a difference between men and women who use this diet. И это исследование чем интересно, тем, что оно провело исследование и выявило разницу эффекта средиземноморской диеты на мужчин и женщин. In his 17-year study, they showed that the risk reduction for men was about 6%. И вот это исследование, 17-летнее исследование, оно показало, что для мужчин снижение при использовании средиземноморской диеты всего лишь происходит на 6%. And 25% reduction for women. И 25% снижение для женщин риска сердечно-сосудистых заболеваний. So that shows us that our body is different, and it likely may be hormonal differences that affect women
and get a greater benefit than men. И это показывает, что наши тела, они разные, и что у женщин, возможно, посредством их женских гормон, они реагируют по-другому на эту средиземноморскую диету. So, it doesn't mean that men should not use this diet. They certainly should. Это не означает, что мужчинам не следует пользоваться этой средиземноморской диетой. Конечно, им стоит. In another study published in one of the journals, Еще одно исследование, которое было напечатано в одном журнале, they found that people who already had high risk of heart disease, оно указало, что люди, которые уже подвержены высокому риску сердечно-сосудистых заболеваний, had a risk reduction of about 13%. у них снижение произошло на 13%. So that's lots and lots of people who already have these risk factors. Поэтому, на самом деле, таких людей, у которых такие рисковые факторы, уже их очень и очень много. So it's never a time to change better than now. Поэтому никогда не поздно измениться, и самое лучшее время это сейчас. Don't wait until you have lots of risk factors to consider changing. Поэтому не ждите, пока вы не получите много факторов риска, начните перемены сейчас. Next one. So some recommended products. Поэтому какие рекомендуемые продукты? Green Magic is a very good one. Зеленое волшебство это очень прекрасный продукт. Why? It's because these greens are processed in a way to keep all the nutrition. Почему? Потому что все зеленые, все, что зеленое там содержится, они переработаны таким образом, чтобы все живое оставалось. There's no preservatives. Там нет никаких консервантов. There's no additives. Там нет никаких добавок. There's basically nothing is taken away from the food other than it is just dried. Там на самом деле ничего не удалено из оригинальных продуктов, только всего лишь становится порошковой формой. The enzymes are active, they're not denatured. Там энзимы, они все активны, они в живой форме. So a lot of times, maybe we don't have access for a meal to the Mediterranean diet. И зачастую у нас просто нету возможности получить средиземноморскую диету. On the plane coming here, I had no Mediterranean food choices. И вот на самолете, когда я сюда летел, там не было выбора средиземноморской диеты. So what did I use? I used Green Magic. И поэтому что тогда я принимал? Я принимал зеленое волшебство. It can become your meal when you don't have access to all those other things. Это может стать вашей пищей, когда у вас нет доступа к нормальной пище. ORAC, Oxygen Radical Absorbency Capacity of product, Эликсир молодости, gives you natural, concentrated antioxidants. который представляет вам натуральные, концентрированные антиоксиданты. So that's what you'll be getting when you're eating live food. So now that you don't have the live food, maybe access for a meal, you can get natural antioxidants. И это те антиоксиданты, которые вы получаете, когда вы принимаете в пищу живую еду. И когда у вас нет доступа к живой еде, вы принимаете эликсир молодости и получаете таким образом те же самые живые антиоксиданты. Your multivitamin, multi-mineral herbal product, Vitamins 2000, Ваши мультивитамины, травяной комплекс, это Видобаланс 2000, is loaded with many ingredients and antioxidants that can help reduce your risk. который наполнен большим количеством ингредиентов и антиоксидантов, которые могут снизить все факторы риска. Blood pressure wellness, АД-контроль this is olive leaf extract, – это концентрированная выжимка из листьев оливкового дерева. very effective in reducing your risk of hypertension. Очень эффективен при снижении гипертензии. Citronol Plus Цитринол плюс is olive oil – это оливковое масло, mixed with citrus flavones которое смешано с цитрусовыми флавонами and palm fruit extract, и с экстрактами плодов пальмы, which gives you the tocotrienols, которые предоставляют вашему организму токотринол. another good natural form of vitamin E. Еще один очень прекрасная форма
витамина Е. So your products fit perfectly in with the Mediterranean diet. Поэтому ваша продукция, она прекрасно вписывается на средиземноморскую диету. All right, let's look at the next thing. Так, давайте посмотрим дальше. Coffee. Кофе. I'm only going to present to you things that actually have clinical studies. Я вам буду рассказывать о кофе только то, что было уже клинически доказано. And there are actually many clinical studies on coffee. О кофе сделано очень большое количество клинических исследований. It's a very common drink around the world. Это очень популярный напиток по всему миру. It contains many bioactives Он содержит в себе очень много биоактивных веществ, that research shows can reduce your risk of cardiovascular and metabolic diseases. который показывает, что кофе может снижать риски сердечно-сосудистых заболеваний и других метаболических заболеваний. Compared to non-drinkers, coffee consumption of 1 to 5 cups По сравнению с теми, кто не употребляет кофе, так вот, употребление от 1 до 5 чашек кофе was associated with lower risk of mortality определяется снижением более низким риском смертности, while drinking more than 5 cups did not affect mortality risk. в то время как употребление более 5 чашек кофе не увеличивает вот это уже полезное свойство снижения риска. Now, when we talk about a cup of coffee, we're talking about 150 milliliters of water И что такое чашка кофе? Это примерно 150 мл воды and 8.25 grams of roasted coffee. и примерно 8-25 грамма обжаренного кофе. Some people in a large coffee may get 4, 5, 6 cups. И некоторые, кто употребляет кофе, они в одной чашке кофе на самом деле могут уже употреблять сразу 5 или 6 чашек. So these cups are quite small. Поэтому на самом деле чашка, о которой мы говорим, это And небольшие чашки. it's easy to consume up to 5 cups a day. Поэтому очень легко употреблять 5 чашек кофе в день. Significantly lowers your death risk due to cardiovascular disease. Очень сильно снижает риск смертности риск смертности благодаря сердечно-сосудистым заболеваниям. And helps also with some neurological disorders. И снижает также неврологические расстройства. And reduces the risk of suicide for some people. И снижает риск суицида у некоторых людей. Drinking coffee is also linked to a lower risk of diabetes. Употребление кофе также связывается с снижением диабета второго типа. Independent of race or geographic distribution or gender. Вне зависимости от расы, географического распределения или пола. So these major bioactives in coffee include phenolatics. Поэтому эти основные биологически активные ингредиенты включают в себя фенолы. The major one is chlorogenic acid. И одной из основных составляющих фенолов это хлорогеновая кислота. So remember, it's chlorogenic acid. Поэтому запомните хлорогеновая кислота. There is also some benefits for caffeine for some people. Также есть еще другие виды пользы для других категорий людей. So it seems to be, for most people, the #1 source of antioxidants. И для большинства людей это источник номер 1 получения антиоксидантов. Some people drink from morning to evening, all the time coffee. Многие пьют кофе с утра до вечера. After 5 cups, remember, really not any health benefit. Но помните, что после 5 чашек кофе вы уже не улучшаете снижение риска, то есть нет никакой дополнительной пользы. Depending on how it's brewed in each cup, you will receive from about 200 to 500 milligrams of chlorogenic acid. В зависимости от того, как приготовлен кофе, вы получаете 100-200 миллиграмм хлорогеновой кислоты. Chlorogenic acid lowers blood glucose levels Хлорогеновая кислота снижает уровень сахара в крови and insulin concentration within minutes of consuming it. и содержание инсулина в течение нескольких минут после употребления. So sometimes having coffee with a meal may actually help lower some of the effects of the processed foods. Поэтому, если употреблять кофе вместе с едой, оно может помогать снижать риски употребления переработанной пищи. It also can moderate oxidation in the body. Также может снижать уровень окисления
в организме. by having it right after a meal, within an hour to hour and a half after a meal. Если употреблять кофе в течение часа после еды. This study involves about 21,000 adults. И вот исследование, которое было проведено примерно на 21 тысячи человек, It's actually 3 different major studies. и оно было проведено 3 различными исследованиями. And they found that drinking 1 or more cups of caffeinated coffee a day was associated with a decreased long-term risk of heart failure. И все они пришли к заключению, что употребление хотя бы одной чашки кофе, оно снижает долгосрочный риск сердечной недостаточности. There are also studies showing it can reduce your risk of colon cancer. А также есть другие исследования, которые показывают, что будет снижаться риск рака прямой кишки. In the biggest study, which is the Farmington Heart Study, И